Привет всем! Сегодня у нас Mercedes 2002 года C270. Делаем полную диагностику. Вот мы уже подключились к системе. Вот сейчас делаем полный скан, full scan. Полная диагностика на все модули, которые возможны на данном автомобиле. То есть C270 CDI, 2.7 здесь мотор, 125 киловатт. Данная моделька 2002 года. Вот, и как раз сейчас видно, проходит диагностика по ABS. То есть System Soft, вообще системы, которые здесь может находиться на данном модельке, ну, в принципе, в этих версиях 61. Из них сейчас идет сканирование, 13 уже просканировали. В группе ABS у нас из 21 5 прошли уже, то есть фактическую сканировку. Также само все модули, которые здесь являются в данной комплектации, они, конечно, сканируются. Тут уже видно, сколько систем нашли. То есть Engine Control, Gear Control, Electronic System, ABS, Bus, No System Found. То есть эта система здесь не находится. Ну вот, и сейчас будем смотреть, сколько ошибок, где будет какие. Ну и вот закончилось полное сканирование всех блоков. То есть, ну, изначально начнем с заново. То есть блок управления двигателем. Есть 4 ошибочки, потом у нас все красиво по нолям. ESP, Airbag, Automatic Air Conditioner. У нас 3 штуки стоит, 1.0 и 2.1 версия. Потом также система Instrument Cluster, Travel Computer, Service Information, задняя центральная электроника и передняя центральная электроника. Там у нас ошибочки. Ну и тут у нас что-то ругается на люк. Смотрим Fault Details. Нам интересует все описание данных ошибок. Вот как раз-то здесь уже начался. То есть EDC15C6, блок управления двигателем. Intake Channel Shut-Off Malfunctional, это вихревые заслонки. Auxiliary Heater, это у нас автономочка. Mass Air Volume Air Flow Circuit, это воздухомер. И еще у нас Camshaft Sensor, Crankshaft Sensor, это датчик распредвала коленвала, нет сигнала. То есть эти ошибочки показывают историю, то, что было. Им-то особо верить нельзя. То есть надо их всех стереть сперва, но посмотреть на них можно. HVAC это Heating, Ventilation, Air Conditioning. Это, значит, обогрев, кондиционер салона. Defrost это по флапе ругается, который находится под панелью. Вот, тут разные у нас ошибочки. Foot Wheel Flap. Дальше у нас коммуникации с AC Control Unit Faulty. Это с Instrument Cluster. CAN Communication with Air Conditioner. Эти ошибочки, кстати, может и выпрыгнуть из-за аккумуляторной батареи. То есть аккумуляторная батарея, если у нас присевшая или севшая. Также здесь ругается на лампочки Lit Sense Plate. Они действительно там и не горят. Так что здесь у нас есть проблемочка. Но Heating Water Pump, Front Central Electronics, CAN Communication. Так, CAN коммуникации именно из-за аккумулятора может быть. И вот и в конце видно Control Unit, Distribute Voltage, Under Voltage, то есть без напряжения была система. То есть без аккумулятора такие автомобили оставлять довольно-таки плохо, так как сразу появляется очень много ошибок. Им особо верить, конечно, нельзя, так как это первая диагностика полная, мы сразу в системе будем все стирать. Delete all faults. Ждем, пока это все у нас стерется из 9 блоков. Ну вот и у нас красиво все системы, кстати, стерлись, все ошибочки полностью ушли из-за всех электронных блоков управления, которые находятся на данном автомобиле. Но это очень хороший знак, то есть если какие ошибочки есть еще, то мы сейчас просто попробуем их выследить. Заглушим двигатель, заведем заново и поедем на тест-драйв. Ну и вот после того, как мы заглушили и завели заново автомобиль, у нас появилась ошибка P1189. Intake Channel Shut-Off Malfunctional. Это значит впускной тракт, именно вихревые заслоночки неисправны.
То есть что-то с ними не так. Попробуем удалять. Удаляется эта ошибка, конечно, но прочитаем еще. Так, ну да, эта ошибочка у нас стоит. Сейчас мы зашли в актуальные данные, область в актуальных данных, Actual Values, Diesel EDC в блоке управления двигателем. И выберем некоторые из них, которые мы можем посмотреть насчет именно вихровых заслонок, насчет этой ошибочки, почему же она горит. И также при одном посмотрим еще некоторые. Здесь еще их очень много, то есть, ну, мы можем перейти и посмотреть некоторые, которые нам надо было. То есть мы их уже отметили. Также само здесь видно System Power Supply, это значит напряжение бортовое, все окей. Engine Oil Level, уровень масла 39 мм. Coolant Temperature, это значит охлаждаемая жидкость, температура, тоже в норме. Engine Speed, обороты двигателя, ну тоже в порядке. И дальше у нас идет педаль газа и процентальное открывание и закрывание вихровых заслонок. То есть дадим газку. И что явно интересно, то что мы нажимаем педаль, но Intake Channel Shut Off у нас не работает. То есть по факту эта функция стоит полностью на месте, 5%. То есть из этого ничего не меняется. Глушим двигатель. Тоже ничего не изменилось по факту. Ладно, заводим. Вот завели мотор обратно. Да, то есть по факту стоит один сигнал. То есть зайдем, посмотрим актуальные данные, описание именно, потому что очень важно знать, сколько тогда должно быть. И актуально видим, что эти заслоночка, значит, от 0 до 100%. Здесь можно посмотреть актуальные данные. Ну и вот мы прочитали актуальные, значит, 5%. Ставим, значит, зеленое, все окей, это у нас годится. Engine switched off, set value. Значит, выключаем двигатель, включаем зажигание и посмотрим, что покажет вот это у нас значение, да. То есть тоже окей, 5%. Дальше самое последнее, что надо протестировать. Есть engine теплый двигатель. Give a boost of throttle. Нажмите педаль газа. И назначение после нажатия 2 секунд от 20 до 90% должно быть. То есть реакции. Ну что, будем пробовать. Заводим двигатель. Двигатель завели. Ну и будем пробовать. Дадим газку. И как видно, здесь ничего не меняется. То есть все по факту стоит на месте. Если мы ставим то, что мы видим на это обозначение, у нас является она красной, то есть неисправно. Есть неисправность, значит, не соответствует нормой. То есть это все мы можем сдруковать, спринтовать. Вот. Но вот как раз-то вот этот нюанс важный, при том, что мы знаем, какая есть актуальное номинальное значение этих заслонок. То есть идем обратно и посмотрим еще раз насчет то, как мы можем пробовать исправить эту ошибочку. Посмотрим, она ли влияется еще. Error Memory. Вот, тут она есть. Зайдем в нее, посмотрим, какие варианты лечения. Процедура занимает, конечно, время, но это все мы можем сделать. И вот видно, какие еще сведения, какие еще может быть описание данной проблемки. То есть Position Motor, Intake Channel Shut Off. Вот этих всех функций будем смотреть. Начинаем с этой. Ну вот, как видно, мы уже этот тест прошли, все проверили. То есть, когда стоит обороты 2500 оборотов, Engine Speed, значит 5,5, это нормально. The display provides information on actual of the component intake flow motor by the component engine control unit. Значит, то есть по факту это является управление двигателем. Блок управления двигателя управляет этими заслоночками. Это нам понятно, это мы уже проверили. Идем дальше. Channel Shut Off. Посмотрим, что у нас там. Здесь, значит, описание, как работает система. Inlet Port Flap Control Motor is actuated
rapidly, tātad, сказать так, несколько раз, или, то есть, 2 раза за 5 секунд. С интервалом 5 секунд. То есть, интервал между ними 5 секунд. Фактически, это все можно видеть под капотом, то есть, смотря на именно этот моторчик. Дальше переходим сам мотор, Control Motor. Значит, описание здесь у нас, как проверить, ли исправен сам моторчик. Plug Internet Inlet Port Flap Control Motor Unplugged. Значит, снимаем фишку, разъем. Measuring Wiring Harness 2 плюс, Terminal 1 минус. Значит, между этими двумя терминалами мерим, и там должно состоять от 11,5 до 13,5 вольт. Проверить сопротивление. Ignition off, выключить обязательно зажигание, чтобы не было токов. И проверяем там же у самого моторчика, у обмотки сопротивление. Сопротивление должно быть от 30 до 50 килоом. И также само здесь нажимаем, и мы видим, сколько у нас актуальное. Но это только при том, когда мы подключимся к самому моторчику. Значит, потом дальше, что еще мы можем сделать? Мы можем проверить осциллограмму. Вот у нас есть этот интервал, который был описан перед этим, смотрели, да, то есть интервал между ними 5 секунд, и каждый пульс тоже по 5 секунд. То есть вот такой получается цифровой сигнал. Здесь у нас описание именно, как он работает, и приходят эти порта к самому блоку управления двигателем. Значит, Engine Control Unit. Use oscilloscope. Надо использовать осциллограф, любой, в принципе. Ну, так же самое здесь есть тоже встроенный осциллограф внутри в самом компьютере. Plug connection of the component inlet port flap control motor plugged in. Когда он все вставлено, надо промерить с адаптерным переходниками терминал 4.33 to терминал 4.17. Вот эти два пина как раз-то является самим сигнальным выводом из блока. Ну, если это все не соответствует норме, значит, что у нас может быть? Open circuit short to ground, to positive or ground in wires, то есть, ну, неисправные провода, плохое соединение, окисление в проводах, component inlet part flap control motor defective, сам моторчик неисправный, грязь, то есть, или освобожденный, ну, вынос, понятно, есть. Component inlet port flap control motor defective deficit successful testing, неисправное, неправильное тестирование. Component engine control unit defective. Может быть, в конце эта ошибочка самая прикольная, то, что неисправен сам блок управления двигателем. Ну вот, как-то так насчет этой ошибочки. Будем смотреть дальше, где что у нас находится. И есть у нас еще шанс эту ошибку или эти вихровые заслоночки программно выпрограммировать из блока управления двигателем. То есть программно их оттуда убрать. Но это мы будем делать в другом видео. В принципе, так происходит полная диагностика, осмотр систем, анализ разных данных. И, в принципе, на этом все. Ставьте комменты. И до следующих раз на другую диагностику. Что еще очень интересно, если я давлю в педаль пол, тяги нету, машина вообще не тянет. Поднимает еле-еле обороты. То есть по факту у нас горит вот ошибка. Ошибочка. Теперь берем Erase Error Memory. Was deleted. И смотрим. Не тянет. Нажимаем Delete. Error Memory is deleted. Педаль в пол. Нажимаем Erase Error Memory. О, сразу пошла. Все, опять не идет. Стираем. О, пошла.
То есть, вот сейчас убираем ошибку. Едем. Раз, error memory. О, сразу пошла.